Сегодня у меня для вас новый дом по западным технологиям. Само собой, в нем будут использоваться мои уникальные фишки, которые вы уже видели, типа нелутаемых локеров и турелями за двумя сетками, но еще и будет парочка новых, вроде непробиваемых гантрапов, которые сломать ничем нельзя, кроме как взрывами, и они ни за что не пропустят аборигенов на вашу территорию. Ах да, весь дом окружен стенами, и даже если вам их сломают или выжгут, чтобы пройти дальше, нужно будет взрывать и большую печь, что вообще невыгодно, а значит вы просто заставите рейдеров идти по дверям, как раз через все ваши турели и гантрапы. Весь дом можно построить от одного шкафа, а потом, при желании, разделить его обслуживание, поставив мультишкафы. Если вкратце, каждая дверь это айрлок, куча турелей, большая удобная лутовая комбат-спавны, бункеры и просто идеальный баланс онлайн и офлайн защиты. И все это, как вы уже поняли, в сегодняшнем доме. Про лайк и подписку не забывай, для меня это играет огромное значение. У этого дома сразу 6 входов на территорию, и каждую такую дверь охраняют по 2 турели, которые находятся за 2 сетками. Урона от выстрелов они не получают вообще, так что даже если случилось так, что вас подкрысили и убили, турели вам никак не сломают. Даже если вас убили и все двери открыты, все равно дальше никто пройти не сможет, а значит ресурсики в вашей печке будут в безопасности. Если ваш забор за печкой снесут, то вернуть его обратно можно вообще без каких-либо усилий. Там все ставится на изичах. Чтобы пройти дальше, нужно сначала закрыть дверь, потом снова открыть, чтобы заблокировать проход внутрь дома. В этой части дома у нас просто огромное количество турелей, а также такой вот отстрел, который смотрит прямо на входную группу. Представим, что дверь вам снесли и у вас здесь просто отличный вижен. В общем, пострелять есть откуда. Допустим, нижний отстрел вам не пригодился, тогда можно подняться повыше и выйти уже на основной отстрел, но к нему мы вернемся чуть позже. Здесь же во внутреннем компаунде у нас находятся непробиваемые гантрапы, наглядно показываю, что им урон вообще не наносится, только взрывами. В общем, имбуля. Далее у нас здесь есть внешний комбат спавн с дополнительной турелью, а также еще один вариант установки гантрапов. Идем далее, видим турель, и над ней находится точно такой же подъем на сам отстрел, который вы уже видели. Здесь я решил разместить скидочную, само собой с дополнительной турелью, а также основной вход в дом через треугольный люк. Если люка у вас нет или вы просто их не любите, то можно сделать подъем через печку. Разницы никакой. Здесь у нас просторный 2-й этаж, 3-й верстак, девочки красивые и, кто бы сомневался, нелутаемые локеры, которые в самом начале вашего выживания служат первоначальным отстрелом. Здесь у нас такая просторная лутовая с 2 сторон и турель, которая смотрит прямо на подъем. Недооценивать ее точно не стоит. На 1-м этаже находится еще пара ящиков и шкаф. Чтобы туда пройти, нужно открыть бункер. Если вы случайно забыли закрыть бункер на ночь, то огненная турель сделает это за вас. Здесь у нас МВК дверь, и за оконным проемом прячется шкаф. И вот что потребляет на обед этот дом. Не сказал бы, что много, но и мало не посмею. Чтобы всем было удобно пользоваться, я рекомендую строить этот дом при игре в дуо. Втроем как бы тоже поместитесь, но сами понимаете. На полку над бункером можно поставить 3 электрические печки. Подниматься выше можно опять же таки либо через печки, либо через люк. На этом этаже у нас расположены плавилки, весьма удобный локер перед выходом на отстрел, аккумулятор, чтобы запитать огромное количество турелей, а также такой вот маленький и миленький комбат спавн. Обратите внимание, что здесь все в гаражках, внизу тоже очень много гаражек, и чтобы дойти до первых сундуков, нужно пройти достаточно прилично. Далее через двойной айрлок можно попасть в самую сильную часть этого дома. Это его отстрел. Он получился максимально мобильный. Вы только представьте, сразу 3 основных спуска вниз, и нет ни одного места, где бы можно было от вас спрятаться. Контрится абсолютно каждый миллиметр территории под домом. И если вам внезапно приспичило дропнуться вниз, пожалуйста, вы не потеряете ни одного хитпоинта. И вот вы уже на улице. Еще есть 3 подъема на саму крышу, но об этом тоже чуть-чуть попозже. Также на отстреле есть 3 турели. Каждая из них контрит 80% отстрела. Поэтому, чтобы хоть как-то бегать по вашему отстрелу, нужно взрывать сразу все. Но и гантрапы в этих местах достаточно неплохо смотрятся. Также есть 3 пика на саму крышу, и вот один из них. Все достаточно удобно просматривается, будет полезно. Дом, в принципе, получился достаточно интересный. И если кто-то решит зарейдить вас в онлайне, я уверен, вам это понравится. Выходы на крышу, как я и говорил, 3, и находятся они по бокам отстрела. Я решил не застраивать эту щель между стен. Если вам не особо это нравится, то можете сюда, например, поставить каменную баррикаду квадратную или воткнуть магазина на худой конец. 3 турели стоят, место для коптера есть, место для ветряков есть. В общем, все good. Буквально 40 секунд вашего драгоценного времени и строим.
Rust Case — это кейсы по незавышенной цене с высокой окупаемостью. Если при пополнении ввести мой промо ГЖ, вы получите сразу 50% к пополнению и сможете открыть в 2 раза больше ящиков, и соответственно будет больше шансов окупиться. Если вы еще и приписку Rust Case в ник поставите, то будет еще больше крутых бонусов в Карго и Колесе Фортуны. Колесо — это бесплатный шанс получить дополнительные скины на протяжении 7 дней, а Карго — это ежедневные раздачи бесплатных скинов в зависимости от уровня. Но лично мне больше всего нравится апгрейд. Закидываешь, что не жалко, получаешь что-то получше. Оперативная и грамотная техподдержка, а также группа во ВКонтакте, где можно почитать реальные отзывы. Все ссылки будут в описании. Не забывай про мой промо и играй вместе со мной. Так как сегодня у нас дом-треугольник, значит и строительство начинается с треугольников. Как всегда, чтобы потом не напрягаться, можно накинуть сразу будущий план фундаментов дома. Центровина у нас будет из МВК, все остальное железное. Стартовая кибитка будет выглядеть таким образом. Если вам показалось, что места там мало, то, скорее всего, вы правы. Конечно, здесь можно всякое разместить, но нужно жертвовать спальниками, а этого делать не хочется. Да еще и всякие гомункулы могут подсиживать. И если вы тоже не любите гомункулов с двушками, то давайте сделаем выход уже через 2-й этаж. Сразу добавляем полку посередине стены, это нужно для будущего бункера. И подниматься наверх можно будет через печку. Если по какой-то причине печки у вас еще нет, то в этом ничего страшного нет. Можно или тиммейта попросить, чтобы он АФК в этом проеме постоял, или просто сделать так, чтобы дверь открывалась в другую сторону и поставить маленький ящик, и через нее можно будет выпрыгивать. Можно сказать, эта дверь будет полезнее вашего тиммейта. Если ваша дверь подсидела какой-нибудь клан с двушкой и вы ждете рейда, то можно сразу заблаговременно воткнуть бункер. Обо всех нюансах в использовании этого бункера я расскажу ближе к концу ролика, а то у меня этот бункер практически в каждом видео, и я постоянно говорю одно и то же. Все работает, пройти нигде нельзя, и с этим моментом мы закончили. Далее приступаем к плотной застройке 2-го этажа. Начинаем с потолков, чтобы на буферке пока времени тратить. Ну то есть сейчас сначала просто застроим 2-й этаж, а потом уже, когда его закончим, сделаем буферки. На этом этаже можно размещать дополнительные печки, ящики, тот же верстак на 2-м этаже смотрится куда лучше. В общем, снизу я рекомендую только ящики и 2 спальника. Сразу все потолками не застраивайте, вам важно оставить один треугольный потолок в дереве. В будущем вы его выдолбите и будет у вас выход на 3-й этаж. Ну а подъем в дом реализован таким образом. В окна хотя бы деревянные решетки нужно ставить обязательно. Если их не будет, к вам обязательно залезут, убьют, дипнут, и потом вы будете писать в комментариях, какой я отличный строитель. Так что я сразу себя страхую от этого. Ставьте решетки. Лутовую вы сделали. Тиммейта отправляете на фарм ресов, а сами выходите и обстраиваете дом буферками. Там, где у нас оконные проемы, у нас в будущем будут нелутаемые локеры. Строятся они точно так же, как и в этом доме. Вот я подсказку оставил. А значит, вы можете сначала построить дом, а потом уже поставить локеры, когда они у вас появятся. В этом видео я тоже покажу, как их ставить, но это будет в конце. Вход в дом мы тоже сейчас чуть-чуть переделаем. Ну и не забывайте, что здесь у нас тоже есть оконный проем, и к нему мы тоже делаем заготовку под будущий локер. Как вы помните, я говорил, что люк можно заменить на печку на входе. На этом этапе постройки, я думаю, печка у вас уже по-любому будет, значит давайте ее здесь используем. Вот таким вот образом, получается, выглядит ваш вход. Все здесь красиво, есть куда скинуться. Да, кстати, сзади дома тоже не забудьте буферки поставить. На этом этапе напрямую до шкафа уже 2 стенки. Таким образом выглядит ваш будущий треугольник. Теперь кратко по обустройству. Здесь везде ставим проемы для дверей. По возможности устанавливаем туда гаражки, снимаем синюю дверь и делаем там лутовую на 5 больших ящиков. В дальней части устанавливается 2-й верстак и печки. Если нужно поставить 3-й верстак, он стоит там же, просто печки надо подвинуть. По итогу все это дело выглядит как-то так. Если нашли ваш первый гантрап, его можно поставить сюда. Лишним, я думаю, он точно не будет. Что тут у нас? Печки есть, большая лутовая есть, даже бункер уже сделали. Так что на этом этапе домом уже можно полноценно пользоваться. Ну а если вы, к примеру, зарашили электричество и нашли электрические печки и изучили, их можно поставить прямо над бункером. Как раз 3 такие печки — это эквивалент одной большой, так что на дом вы наплавите быстро. Теперь копим, дальше развиваемся, плавим, крафтим себе бомжеруб и выдалбливаем им деревянный потолок. Выход на 3-й этаж будет либо через треугольный люк, либо через 3 печки. Теперь, чтобы вы не запутались, объясню более понятно. У нашего треугольника острые ребра, именно эти ребра и будут
нашим отстрелом на саму крышу. Всего у нас будет 3 пика, и все 3 пика нужно построить сейчас. Просто если мы сразу это сделаем, будет проще объяснить вам, как тут все устроено. Потому что дом, как вы уже, наверное, поняли, ни разу не дефолтный. На этом этаже у нас будет располагаться основной комбат спавн, также основной аккумулятор, а также дополнительные печки и локер для выхода на отстрел. Если у вас чего-то из этого нет или что-то просто не изучено, то просто застраивайте, как это делаю я. Поставить можно и потом, по возможности, например. Но я буду строить так, как будто бы у меня все есть. Хотя, если так подумать, у меня действительно все есть. Также не забудьте, что чем больше гантрапов в доме, тем лучше. Поэтому, если вы там, например, нашли его, не скупитесь на 125 скрапа, изучите и крафтите. Просто вспомните, как вам заруинил рейд вон тот гантрап. Разве вы не хотите, чтобы при рейде вашего дома у рейдеров было так же? А вообще, с самого начала вашего выживания сейвите абсолютно все веревки и шестеренки. Гантрапов этому дому, мама, не горюй. Далее, между нашими пиками на саму крышу, например, в том месте, где у нас дверь, нужно сделать подъем на сам отстрел. У нас дом полностью симметричный, треугольник, значит точно такой же подъем нужно будет сделать еще с двух сторон. Если что, эта база есть на Sanctuary, код я тоже оставлю в закрепленном комментарии. Если что-то непонятно, ты всегда можешь зайти посмотреть, что тебя интересует. В этом доме у меня установлено где-то штук 20-25 турелей. Понятное дело, одного аккумулятора под это дело не хватит. Если вам нужны будут дополнительные аккумуляторы, их можно ставить в мультишкафы. Строительство мультишкафов я покажу в самом конце. Эта башенка идет у нас прямиком до самой крыши. Если эти треугольные крыши у вас не будут ставиться, просто проем под эту дверь улучшайте в металл. Здесь добавляем потолки, ставим проемы посередине и устанавливаем туда двери, чтобы они открывались таким образом. Эти самые двери будут закрывать щель между отстрелами. Ну и потолками тоже это дело не забудьте накрыть, а то я что-то забыл. Как ранее мною было сказано, дом симметричный, точно такое же дело мы добавляем с оставшихся двух сторон. Ну и теперь между нашими башенками нужно построить еще один отстрел. Именно отсюда в будущем мы будем тянуть мультишкаф. А пока что мы не планируем его строить, и нужно запитать все это дело вот таким вот фреймом деревянным. Далее ставим 2 квадрата, потом 2 треугольника и потом еще по квадрату. После чего на все это дело в сторону дома устанавливаем треугольники. Далее просто сносим все лишнее. По любым вопросам в строительстве этого дома и не только, вы всегда можете обратиться в мой Discord. Ссылка на мой Discord будет в закрепе, там вам всегда помогут. Даже можно тиммейта найти, который будет лучше той двери, но это не точно. Когда план фундаментов у вас уже готов, постарайтесь не ошибиться с тем, как их надо застраивать, а ошибиться здесь есть где. Например, как вы помните, напротив входа у нас скидочная, но с других сторон за место скидочной у нас уже комбат спавны. Этот треугольник у нас для входа на будущую территорию, а тут будет потом стоять турель. С другой стороны все аналогично. Вообще, если понять принцип, как все это строится, строится достаточно легко. Мне хватило одного раза, чтобы с нуля построить и запомнить. Если у вас опыта в строительстве не так много, то в комментарии я оставлю ссылку. Эта ссылка приведет вас на строительный сервер, где вы можете потренироваться строить этот дом. Тут у нас будет двухэтажный отстрел, косые крыши, а также пик на саму крышу. Не забудьте, что там у нас еще турель на треугольнике стоит. Ну а сам пик строится достаточно простым способом. Буквально нужно поставить 2 потолка и 1 проем для двери. Если вас смущают эти дыры в дом, не смущайтесь, потом уберем. Но и так как дом полностью симметричный, такое действие нужно повторить еще с 2 сторон. И вот дом уже превращается в такую грозную махину. Как тут все располагать, покажу на примере одной стороны. С других сторон будет все аналогично. Дверь должна открываться, чтобы был эйрлок. Между этих дверей мы устанавливаем сетки, а в оставшийся пустующий треугольник устанавливаем турели. И также не забывайте, что их тоже нужно закрывать сетками. Как только закончили, можно ставить большую печку. Хотя это не правило, это просто моя последовательность, печку можно поставить и в начале. Чтобы у вас точно все красиво получилось, сделайте как у меня. Если надо, поставьте паузу, посмотрите, как это выглядит. И уже после того, как мы поставили печку, мы устанавливаем стенки. И уже на этом этапе наш треугольник потихоньку превращается в настоящий треугольник. Но и глазами обывателя все это выглядит примерно как-то так. Турели ставим
стоят, аэрлок есть, все красиво, но к нам по-прежнему можно залезть. Давайте это исправим. Для этого вам понадобятся вот такие железные баррикады. Для крафта эти баррикады требуют лезвия, поэтому со старта тоже лезвия не перерабатывайте. Их нужно будет такое приличное количество. Если баррикада не ставится, то пробуйте добавлять вспомогательные треугольники. Потом эти треугольники можно снести. Баррикада останется стоять. Что по поводу ветряков вы меня спрашиваете. Ветряк ставится, если что, сюда. Таким вот нехитрым образом. Всего на крыше поместится 3 ветряка, чего с головой хватит на абсолютно все турели, что есть в этом доме. Также я вам обещал показать, как закрывается вот эта дырочка. Ставите проем для треугольного люка и потом устанавливаете бойницы таким образом. Как видите, дырочка пропала, все good. Теперь бункер. Вы же хотите, чтобы он был автоматический? Снимаем дверь и устанавливаем турель таким образом. Также очень важный факт. Этот бункер может открыть любой, даже без авторизации в шкафу. Чтобы запретить другим это делать, нужно механическим образом запретить установку туда этого фрейма для люка. Либо через датчик сердцебиения, либо через трубы таким образом. По-другому никак. Я сейчас показываю, как я трубы от сундука веду, но на самом деле лучше вести от шкафа, который будет за окном. И теперь смотрите, я все сделал, ломаю бункер и открыть заново его почему-то не могу. Давайте попробуем, может быть сверху получится? Вообще без вариантов. Плюс, например, если вы забыли закрыть бункер на ночь, у вас всегда там стоит огненная турель. Если появится кто-то неавторизованный в шкафу, она сразу же его закроет. Ну а вы просто снимаете все, что вы там наставили, и спокойно его можете открыть. Теперь по поводу нелутаемого локера, который, я говорил, можно поставить в конце. Для этого снимаем печки, убираем деревяшку вот эту и спрыгиваем вниз. Далее устанавливаем локер, и чтобы отсюда выбраться, нужна лестница. После того, как выберетесь, снимаете лестницу, и отсюда уже можно поставить замок. Чтобы локер стал нелутаемым, над ним должна быть полка. С этой стороны все аналогично. Ну а теперь самое сладенькое. Мультишкаф. От центрального квадрата мы ставим еще 4 квадрата. Потом добавляем к нему 3 треугольника и ставим 2 полустенки вместе коннекта. Далее закрываем все стенками и дверными проемами. Ну и как вы это сделаете, можно уже со спокойной душой ставить мультишкаф. Теперь в случае рейда ваш дом не застроят. Также в эти мультишкафы можно, например, что-то спрятать, как я показывал в этом видео. Ах да, я же не могу поставить шкаф, я же не отсоединил ничего от дома. Теперь вот отсоединил, и шкафчик должен ставиться. Да, вот так. Теперь все, что нам осталось сделать, это поставить оконный проем и закрыть двери. Фундаменты можно выдолбить, я им не доверяю, поэтому сносим фундамента и соединяем наш шкафчик сверху. Ну и последнее, что вам нужно показать, это установку гантрапов. Вдруг кто-то на румтуре не понял, как они ставятся. Там, где у нас дверной проем, мы просто здесь ставим без приколов, а с другой стороны устанавливаем гантрапы таким вот нехитрым образом, чтобы от того места, куда они в теории будут стрелять, было 2 сетки, когда дверь открыта. Ну, сетка это. Спасибо за просмотр и не забывайте про вашу поддержку, которая мне очень важна.